Задача. Определить взаимное положение прямых АБ и СБ. И ДС. АБ и ДС. Как вы видите, эти прямые у нас параллельны на фронтальной плоскости между собой. И они же параллельны между собой на горизонтальной плоскости. Но если вы обратите внимание, что видите, у них точка А находится здесь и здесь, а Б внутри здесь. Точно так же и для второй прямой. И однозначно сделать заключение, как эти прямые располагаются друг по отношению к другу, нельзя по этим двум проекциям. Выход здесь один единственный. Построить проекции этих прямых на профильной плоскости проекции. Но для этого что необходимо сделать? Провести здесь у нас прямую параллельно оси, здесь прямую параллельно оси. И дальше из точки А прямая у нас была где? Вот здесь. Дальше провести ее перпендикулярно оси сначала до пересечения. И далее под углом нам необходимо это сделать 45 градусов. И далее перпендикуляр восстановить. Значит, мы от точки А проводили до точки А, это до этого места. Значит, в этом месте у нас будет располагаться точка А. Ее проекция А3. Аналогично поступаем для Б. Провели горизонтально. Для Б провели вот здесь. Тоже перпендикуляр в начале, потом под углом 45 градусов. И дальше восстановили перпендикуляр до пересечения с горизонтальной проведенной линией 1. Вот точка здесь Б. Давайте сразу мы их обозначим. И обозначим так, изобразим ее в начале эту проекцию. Раз. Изобразим ее другим цветом, чтобы она у нас отличалась. И подпишем, да, эти точки. Подпишем точки так, как они называются, проекции. Значит, эта проекция будет у нас, соответственно, А. Так. Еще раз подпишем. Эта проекция будет у нас А. Проекция 3. И здесь будет у нас Б. Проекция 3. Подписали. Теперь аналогично построим все для второй нашей прямой. Проведем из точки D здесь горизонтальную прямую, из точки С горизонтальную прямую, и здесь на горизонтальной плоскости проекции проведем точка С до пересечения с осью, далее под углом 45 и вверх до пересечения с С. С у нас вот здесь, и обозначим точку. Есть. И теперь D аналогично сделаем перпендикуляр. Дальше 45 градусов. И далее проведем вверх до пересечения с горизонтальной линией. Горизонтальная у нас линия здесь. Ставим там точку, соединяем полученные точки. Вот так. Выделяем. Затем подпишем полученные проекции. Здесь у нас будет D, проекция 3. И здесь будет C, проекция 3. Все, готово. А теперь давайте делать вывод из того, что у нас получилось.
Видите, здесь получились у нас наши прямые. Видите, они не параллельны, не перпендикулярны, а они, хотя здесь они параллельны, они вообще являются скрещивающимися прямыми. Да, вот это об этом здесь говорит, да, что здесь они являются скрещивающимися. Если бы они были пересекающимися, то вот эта точка пересечения была бы и здесь, да, а ее здесь нету, да. Это скрещивающиеся прямые. Все, задача решена.